Урок 1. Преодоление трудностей. Привет, Анна. Я заметил, что в последнее время ты столкнулась с некоторыми трудностями. Тебя что-то беспокоит. Привет, Джон. Да, у меня возникли проблемы с несколькими вещами. Думаю, в основном это связано с отсутствием мотивации. Понимаю. Поддержание мотивации может быть непростой задачей, но есть стратегии, которые могут помочь. Пробовали ли вы ставить перед собой конкретные цели? Да, у меня есть, но мне трудно сосредоточиться и стремиться к их достижению. На этом пути часто встречаются препятствия. Один из подходов — разбить цели на более мелкие и достижимые задачи. Это может сделать их более управляемыми и повысить чувство прогресса. Это похоже на практический подход. Сделав небольшие шаги, я смогу набрать обороты и сохранить мотивацию. Совершенно верно. Еще одна полезная стратегия — поиск системы поддержки или партнера по подотчетности. Если вы поделитесь с кем-то своими целями, это воодушевит вас и поможет вам не сбиться с пути. Отличная идея. Если у меня будет кто-то, с кем я смогу поделиться своим прогрессом, я буду более ответственным и мотивированным двигаться дальше. Кроме того, важно отмечать свои достижения, какими бы маленькими они ни казались. Признание вашего прогресса может повысить вашу мотивацию и уверенность в себе. Я об этом не думала. Празднование небольших побед поможет мне сохранять позитивный настрой и мотивацию на протяжении всего путешествия. Определенно. Не забывайте также проявлять доброту к себе. Если вы сталкиваетесь с неудачами или временными недостатками мотивации, важно проявлять сострадание к себе и не быть слишком строгими к себе. Это ценное напоминание. Иногда мы сами оказываемся самыми суровыми критиками. Проявление сострадания в трудные времена может существенно изменить ситуацию к лучшему. Совершенно верно. Наконец, подумайте о том, чтобы почерпнуть вдохновение у других людей, которые преодолели аналогичные трудности. Их истории и опыт могут служить руководством и мотивацией. Отличное предложение. Слушание историй успеха других может вдохновить меня и придать мне уверенности в преодолении собственных трудностей. Я в тебя верю. Вы обладаете силой и стойкостью, чтобы преодолеть любые препятствия. Не забывайте сохранять настойчивость и никогда не сдаваться. Спасибо за вашу поддержку и поддержку. Я буду реализовывать эти стратегии и продолжать двигаться вперед. Я полна решимости преодолеть эти трудности. Не сомневаюсь, что вы это сделаете. Примите участие в этом путешествии, извлеките уроки из своего опыта и продолжайте стремиться к успеху. Это у вас есть. Урок 2. Поиск мотивации. Привет, Анна. Похоже, тебе в последнее время немного не по себе. Тебя что-то особенное беспокоит. Привет. Да, в последнее время я чувствую себя немного немотивированным. Думаю, это потому, что я не нашла четкого направления. Понимаю. Найти мотивацию может быть сложно, если вы не уверены в том, чего хотите достичь. Рассматривали ли вы возможность заняться различными интересами или хобби? На самом деле, у меня есть. Я подумывал попробовать себя в новых занятиях, но пока ни о чем не решился. Отличное начало. Изучение новых интересов поможет вам узнать, что вас действительно интересует и дает чувство целеустремленности.
Я согласен. Разные увлечения могут открыть для меня новые возможности и помочь мне найти свое увлечение. Совершенно верно. Также важно ставить перед собой реалистичные цели. Начните с небольших выполнимых задач, соответствующих вашим интересам. В этом есть смысл. Постановка реалистичных целей придаст мне чувство выполненного долга и побудит меня двигаться дальше. Кроме того, черпать вдохновение у других людей, добившихся успеха в своей области, может быть очень мотивирующим. Всегда полезно перенимать их опыт. Отличная идея. Обучение у успешных людей может дать мне ценную информацию и мотивировать меня к достижению собственных целей. Окружение себя единомышленниками и единомышленниками также может существенно изменить ситуацию к лучшему. Ищите сообщества или группы, разделяющие ваши интересы. Я об этом не думала. Быть частью сообщества, оказывающего поддержку, поддерживало бы меня и помогало поддерживать высокий уровень мотивации. Определенно. Помните, что мотивация также может исходить изнутри. Потратьте немного времени на самоанализ и определите, что действительно движет вами и вдохновляет вас. Это хорошее замечание. Понимание моих собственных ценностей и стремлений даст мне более четкое представление о направлении и мотивации. Наконец, празднуйте свои достижения, независимо от того, насколько они велики или малы. Признание вашего прогресса может повысить вашу мотивацию и помочь вам двигаться вперед. Я часто забываю отпраздновать свои достижения. Признание моего прогресса определенно поможет мне сохранять мотивацию и позитивный настрой. Совершенно верно. Отправляйтесь на путь самопознания, будьте открыты для новых впечатлений и никогда не переставайте искать то, что действительно мотивирует вас. Это у вас есть. Урок 3. Планирование пикника. Привет, Анна. У меня есть интересная идея на выходные. Как насчет пикника в парке? Привет, Джон. Звучит как отличный план. Пикники всегда приятны, особенно в хорошую погоду. Абсолютно. Мы можем взять с собой закуски и напитки. Какие твои любимые закуски для пикника? Обожаю чипсы. Это идеальная хрустящая и пикантная закуска для встреч на свежем воздухе. Чипсы классные. Я обязательно привезу с собой разные вкусы. Как насчет напитков? Какие-нибудь предпочтения? Думаю, лимонад или чай со льдом станут освежающим выбором для пикника. Они идеально подходят для утоления жажды в солнечный день. Отличный выбор. Я заберу для нас лимонада и холодного чая. И не забудьте присесть на уютное одеяло. Определенно. Для пикника необходимо удобное одеяло. Оно создает уютную атмосферу и предотвращает появление пятен от травы. Я полностью согласен. Теперь давайте подумаем о том, чем мы можем заняться, находясь там. Есть предложение. Как насчет того, чтобы взять с собой фрисби или мяч? Мы можем поиграть в игры на свежем воздухе и устроить дружеские соревнования. Мне нравится эта идея. Игры добавляют пикникам дополнительный элемент веселья. Кроме того, они помогают нам оставаться активными и вовлеченными. Совершенно верно.
Очень важно устроить полноценный пикник с хорошей едой, напитками и увлекательными развлечениями. Согласовано. Нам также следует взять с собой музыку или портативную колонку, чтобы создать приятную атмосферу. Отличное предложение. Музыка придает прекрасную атмосферу любому собранию. Мы можем сыграть веселые мелодии. Идеальный. Наконец, давайте не забудем взять с собой солнцезащитный крем и средства от насекомых, чтобы защитить себя от солнца и насекомых. Хорошие замечания. Безопасность и комфорт имеют решающее значение во время активного отдыха. Солнцезащитный крем и средства от насекомых просто необходимы. Совершенно верно. Я с нетерпением жду нашего пикника. Это будет прекрасный день, наполненный хорошей компанией и приятными моментами. Не могу не согласиться с этим. Это будет незабываемый пикник. Мне не терпится расслабиться, повеселиться и насладиться прекрасной погодой. Я тоже. Давайте вместе насладимся каждым моментом и создадим прекрасные воспоминания. Урок 4. Постановка целей и награды. Привет, Анна. Я думала о том, как постановка небольших целей может мотивировать. У тебя есть опыт в этом? Привет, Джон. Безусловно, постановка небольших целей оказалась для меня довольно эффективной. Это помогает мне сосредоточиться и дает мне чувство выполненного долга. Приятно это слышать. Как вы ставите перед собой эти небольшие цели? Обычно я начинаю с определения того, чего хочу достичь. Затем я разбиваю эту задачу на более мелкие, легко выполнимые задачи. Разбивать большие цели на более мелкие задачи– разумный подход. Это делает их менее сложными и более достижимыми. Именно так. Сохранять мотивацию легче, когда вы видите прогресс небольшими шагами. Кроме того, это помогает сохранить динамику. Я согласен. Также важно отмечать важные события на этом пути. Как вы вознаграждаете себя за достижение цели? Мне нравится побаловать себя тем, что мне нравится, например, вкусной едой или прогулкой с друзьями. Это дополнительный стимул двигаться дальше. Похоже, это отличный способ вознаградить себя. Это усиливает чувство выполненного долга и делает путешествие более приятным. Определенно. Важно признавать и ценить наши усилия. Награды помогают сохранить энтузиазм и целеустремленность. Совершенно верно. Есть ли у вас какие-либо советы по сохранению мотивации в процессе постановки целей? Одна вещь, которая работает для меня, это визуализация конечного результата. Это помогает мне сосредоточиться и напоминает мне о том, почему я изначально поставил перед собой цель. Визуализация– это мощная техника. Она позволяет запомнить желаемый результат и мотивирует продолжать работать над его достижением. Мне также полезно делиться своими целями с тем, кому я доверяю. Это повышает уровень ответственности и поддержки. Это отличная стратегия. Наличие кого-то, с кем вы можете поделиться своими целями, может стать ценным стимулом и привлечь вас к ответственности. Определенно. Наконец, я верю в то, что нужно быть добрым к себе на протяжении всего процесса. Важно признать, что прогресс требует времени и усилий. Сострадание к себе– ключ к успеху. Важно понимать, что неудачи и трудности
Это часть нашего пути, и учиться на них можно. Совершенно верно. Доброта к себе помогает сохранять позитивный настрой и побуждает нас двигаться вперед. Хорошо сказано. Ставить перед собой небольшие цели, вознаграждать себя, сохранять мотивацию и проявлять сострадание к себе – все это жизненно важные элементы достижения успеха. Урок 5. Фитнес и физические упражнения. Привет, Анна. Я уже подумываю начать тренироваться. Есть предложение. С чего начать? Привет, Джон. Это здорово. Начать тренировку – отличная идея. Вы можете попробовать тренировки разной продолжительности, чтобы понять, что вам больше подходит. Это хорошие замечания. Какие виды тренировок вы рекомендуете новичкам? Я предлагаю начать с некоторых базовых упражнений с собственным весом, таких как отжимания, приседания и планки. Они эффективны и не требуют оборудования. Упражнения с собственным весом кажутся выполнимыми. Как часто я должен тренироваться каждую неделю? Рекомендуется проводить не менее 3-4 тренировок в неделю. Последовательность играет ключевую роль в наращивании силы и выносливости. Понял. И сколько должна длиться каждая тренировка? Вы можете начать с более коротких занятий, от 20 до 30 минут, и постепенно увеличивать их продолжительность по мере улучшения уровня физической подготовки. Звучит разумно. Есть ли у вас другие предложения, как сделать тренировки более приятными? Совершенно верно. Вы можете попробовать включить веселую музыку или послушать подкасты во время тренировки. Это поможет вам оставаться вовлеченными и мотивированными. Музыка и подкасты звучат как отличные компаньоны во время тренировок. Я попробую. Еще какие-нибудь советы? Еще одно предложение – разнообразить тренировки. Вы можете попробовать разные упражнения, такие как йога, езда на велосипеде или даже уроки танцев, чтобы вам было интересно. Разнообразие, безусловно, делает вещи интересными. Я буду изучать различные варианты тренировок, чтобы найти то, что мне больше всего нравится. Это фантастический подход. Получив удовольствие от тренировок, вы сможете сохранить мотивацию и посвятить себя занятиям фитнесом. Я согласен. Важно найти занятие, которое мне действительно нравится. Спасибо за все полезные предложения. Добро пожаловать! Помните, что постоянство, разнообразие и получение удовольствия от тренировок являются ключом к долгосрочному успеху. Получайте удовольствие, занимайтесь спортом. Я так и сделаю. Я с нетерпением жду возможности использовать эти советы в своем фитнес-путешествии. Мы стремимся к более здоровому и активному образу жизни. Урок 6. Кулинария и приготовление еды. Привет, Анна. Я только что приготовила вкусную домашнюю лазанью на ужин. Пахнет потрясающе. Привет, Джон. Вкусно, звучит классически. Вы встали на чью-то сторону. Да, я приготовила свежий салат «Цезарь» с домашней заправкой. Он отлично дополняет лазанью. Звучит как отличная комбинация. Как вы приготовили соус «Цезарь»? Я использовала традиционный рецепт с анчоусами, чесноком, дижонской горчицей, лимонным соком и оливковым маслом.
Это придает салату острый вкус. Домашняя заправка всегда вкуснее. Как-нибудь мне придется попробовать приготовить ее самой. Ты еще что-нибудь приготовил? Я также приготовила несколько чесночных хлебных палочек. Они мягкие внутри и хрустящие снаружи. Они каждый раз пользуются успехом. Чесночные хлебные палочки – идеальное дополнение к сытной трапезе. Я почти могу их попробовать. Они получились очень хорошими. Я смазала их топленым маслом и посыпала чесночным порошком и сыром пармезан. Звучит просто восхитительно. Ты заставляешь меня голодать. Использовали ли вы какие-либо специальные методы приготовления лазаньи? Для лазаньи я намазала листы пасты насыщенным мясным соусом, сливочным сыром рикотта и липкой моцареллой. Затем я испекла его до совершенства. Похоже на дело любви. Уверен, это того стоит. Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить к еде? В завершении трапезы я приготовила простую, но ароматную закуску из брускетты с нарезанными кубиками помидорами, свежим базиликом, чесноком и бальзамической глазурью. Брускетта всегда нравится публике. Ваша еда похожа на праздник ресторанного качества. Спасибо. Мне нравится прилагать усилия, чтобы создать незабываемые впечатления от ужина. Приятно видеть, как другие наслаждаются едой. Могу себе представить. Кулинария – прекрасный способ выразить творческий потенциал и доставить радость другим. Ваша страсть к этому вдохновляет. Кулинария стала моим любимым хобби. Это позволяет мне изучать разные вкусы и экспериментировать на кухне. Это просто фантастика. Важно найти занятия, которые приносят нам радость и удовлетворение. Продолжайте в том же духе и приятного аппетита. Спасибо. Я ценю ваши добрые слова. Надеюсь, у вас скоро появится возможность попробовать приготовить себе вкусное блюдо. Урок 7. Покупки и торги. Привет, Анна. Знаете что? Я нашла фантастическое предложение на новый ноутбук в интернете. Привет, Джон. Это захватывающе. Где вы ее нашли? Вы сравнивали цены и проверяли наличие скидок. Я нашла его на популярном сайте электронной коммерции. Перед покупкой я сравнил цены на разных платформах, чтобы убедиться, что получил лучшие предложения. Это разумный шаг. Всегда полезно провести небольшое исследование и найти наиболее конкурентоспособную цену. Вы нашли скидки или рекламные предложения? Да, мне повезло. Я нашел код скидки, который дал мне дополнительную скидку на 20% от первоначальной цены ноутбука. Это была кража. Вау, это потрясающая скидка. Обязательно ли вы прочитали условия, чтобы убедиться, что они применимы к вашей покупке? Совершенно верно. Я внимательно прочитал детали и убедился, что код скидки действителен для конкретной модели ноутбука, которую я хотел купить. Отличная работа при тщательной работе. Очень важно перепроверить мелкий шрифт, чтобы избежать сюрпризов или разочарований. Не могу не согласиться с этим. Лучше быть осторожным и полностью информированным перед покупкой. Вы нашли какие-нибудь выгодные предложения в последнее время? Да, недавно я купила новую пару кроссовок.
Я сравнил цены в разных магазинах и сумел найти магазин с распродажей. Это просто фантастика. Распродажи часто предлагают большие скидки. Пытались ли вы продолжить переговоры о цене? Я так и сделала. Я вежливо спросил у продавца, есть ли место для дополнительной скидки, и они согласились дать мне небольшую дополнительную скидку. Возможно, стоит попробовать провести переговоры. Это свидетельствует о доверии и иногда может привести к еще более выгодным сделкам. Какими еще советами по покупкам вы можете поделиться? Один совет. Подпишитесь на рассылки или программы лояльности ваших любимых магазинов. Они часто рассылают своим членам эксклюзивные скидки и предложения. Это умная стратегия. Наличие в их списке рассылки гарантирует, что вы не пропустите никаких специальных акций. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Покупки могут доставлять удовольствие, но важно подходить к этому с умом. Наслаждайтесь своим новым ноутбуком. Счастливых покупок! Спасибо. Я в восторге от ноутбука и ценю ваш совет. Вам тоже приятных покупок, и пусть вы найдете еще больше выгодных предложений. Урок 8. Прогулки по городу и кулинарные шедевры. Привет, Анна. Вы когда-нибудь неторопливо прогуливались по городским паркам и садам? Привет, Джон. Звучит расслабляюще. Да, я люблю исследовать зеленые насаждения и наслаждаться природой в самом центре города. Это прекрасный способ расслабиться и оценить красоту вокруг нас. В каких парках и садах вы побывали? Я была в Центральном парке, где любила устраивать пикники и наблюдать за людьми. Ботанический сад – еще один мой фаворит. Центральный парк – это культовый парк. Здесь можно спокойно отдохнуть от шумного города. Посещали ли вы какие-либо конкретные сады в ботаническом саду? Да, я осмотрел розарий, который был в полном расцвете. Яркие цвета и ароматные ароматы просто захватывали дух. Звучит восхитительно. Сады, наполненные цветущими цветами, очаровывают нас. Вы сделали какие-нибудь фотографии? Конечно. Я не смогла удержаться от того, чтобы запечатлеть красоту на камеру. Приятно оглядываться на эти воспоминания. Фотографии – отличный способ сохранить эти особенные моменты. Красота природы действительно впечатляет. Кстати, о красоте. А как же городская еда? Ах, еда! Город предлагает разнообразную кулинарную сцену. Здесь каждый найдет что-то для себя. Какая кухня вам нравится? Я фанат итальянской кухни. В городе есть несколько замечательных итальянских ресторанов, где подают аутентичные и вкусные блюда из пасты. Итальянская кухня – это всегда хороший выбор. Вы пробовали другие блюда, которые вы бы порекомендовали? Да, недавно я попробовал новый тайский ресторан. Вкусы были смелыми, а блюда были полны ароматных специй. Это был восхитительный опыт. Тайская кухня известна своими яркими вкусами. Мне надо будет заглянуть в этот ресторан. У тебя там есть любимые блюда? Пад-тай и зеленое карри были превосходными. В них был идеальный баланс сладкого, кислого и пряного вкусов.
Это классические тайские блюда. Я проголодался от одной мысли об этом. Какие-нибудь другие рекомендации для любителей еды? Для любителей десертов в городе есть знаменитая пекарня, где подают аппетитную выпечку и торты. Обязательно попробуйте их шоколадный эклер. Я питаю слабость к выпечке. Я обязательно добавлю эту пекарню в свой список. Спасибо за рекомендацию. Добро пожаловать! Прогулка по паркам, садам и пробовать блюда разных кухонь – отличный способ насладиться красотой города. Приятных приключений! Урок 9. Проблемы с путешествиями и возмещение. Привет, Анна. Знаете что? Мой рейс отменили в последнюю минуту. А нет, это, должно быть, разочаровало. Привет, Джон. Да, это было очень неприятно. Я с нетерпением ждала этой поездки. К счастью, авиакомпания предложила вернуть деньги. Это доставляет облегчение. Пришлось ли вам много хлопот, чтобы получить возмещение? Удивительно, но нет. Я связался со службой поддержки авиакомпании, и они без проблем обработали возврат средств. Все прошло гладко. Приятно это слышать. Предотвращение сбоев в поездках может быть сопряжено с трудностями, но хорошо, когда процесс возврата средств проходит без проблем. Предоставляли ли они альтернативные варианты? Они предложили мне перебронировать билет на более поздний рейс, но поскольку мои планы были ограничены во времени, я предпочла вернуть деньги. Это понятно. Иногда перебронирование – не самый удобный вариант. Получили ли вы также возмещение за забронированное жилье или мероприятие? К счастью, большинство забронированных мной мест проживания и мероприятий имели гибкую политику отмены бронирования. Таким образом, я также смог получить возмещение за них. Гибкие правила отмены бронирования – спасение в подобных ситуациях. Перед бронированием всегда полезно ознакомиться с условиями отмены бронирования. У вас была туристическая страховка. Да, у меня была туристическая страховка, которая покрывала отмену поездки. Это давало мне уверенность в том, что я буду защищена в финансовом отношении. Страхование путешествий может быть разумной инвестицией. Это помогает снизить финансовые риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами. Задумывались ли вы о других планах путешествий? Да, вместо этого я подумываю о том, чтобы спланировать местный отдых. Путешествовать по близлежащим местам может быть не менее увлекательно и удобно. Случались ли у вас в последнее время неудачи в К путешествиях? счастью, в последнее время серьезных проблем не произошло. Тем не менее, я всегда стараюсь иметь запасной план на случай непредвиденных изменений или чрезвычайных ситуаций. Это разумный подход. Во время путешествий очень важно быть готовым к неожиданностям. Какие-нибудь советы по устранению перебоев в поездках? Один совет. Сохраняйте спокойствие и терпение при общении с представителями службы поддержки клиентов. Они с большей вероятностью помогут, если вы останетесь вежливыми и понимающими. Совершенно верно. Поддержание позитивного настроя во многом способствует беспрепятственному решению проблем. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Надеюсь, ваши будущие путешествия будут наполнены приятными путешествиями и незабываемыми приключениями. Безопасных путешествий! Урок 10.
яркие идеи и решение проблем. Привет, Анна. Вы видели эти новые лампы с регулируемым уровнем яркости? Звучит практично. Привет, Джон. Да, у меня есть. Приятно иметь контроль над освещением в комнате. Как вы относитесь к предпочтениям в освещении дома? Я использую комбинацию естественного света днем и регулируемых ламп вечером. Это помогает создать подходящую атмосферу для различных занятий. Это разумный подход. Освещение может сильно повлиять на наше настроение и производительность. Есть ли у вас любимые настройки освещения? Я предпочитаю более мягкий и теплый свет по вечерам, когда хочу расслабиться. В дневное время мне нравится пропускать как можно больше естественного света. Я согласен. Естественное освещение позволяет сделать пространство более открытым и уютным. Пробовали ли вы какие-либо умные решения в области освещения? Да, у меня есть пара умных лампочек, которыми я могу управлять с помощью телефона. При желании удобно регулировать яркость и даже менять цвет. Это впечатляет. Технологии значительно упростили персонализацию наших предпочтений в отношении освещения. Как насчет энергосберегающих вариантов? Я перешел на светодиодные лампы по всему дому. Они потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы. От этого выигрывают как окружающая среда, так и мой кошелек. Светодиодные лампы – отличный выбор. Они не только энергоэффективны, но и выделяют меньше тепла. Сталкивались ли вы с проблемами освещения? Да, иногда мне трудно найти правильный баланс между слишком ярким и слишком тусклым. Все дело в том, чтобы найти золотую середину для каждой комнаты. Найти правильный баланс может быть немного сложно, но с помощью регулируемых опций освещения настроить атмосферу становится проще. Какие-нибудь советы по выбору подходящих ламп? При выборе ламп учитывайте цветовую температуру. Более теплые тона больше подходят для отдыха, а более холодные – для целенаправленных задач. Это полезный совет. Важно учитывать желаемую атмосферу для каждого помещения. Освещение играет важную роль в дизайне интерьера. Вы пробовали какое-нибудь декоративное освещение? Да, у меня есть декоративные струнные светильники, которые придают моей гостиной уют и причудливость. Они создают прекрасную атмосферу по вечерам. Струнные светильники действительно могут преобразить пространство. Они добавляют нотку шарма и создают теплую и уютную атмосферу. Какие-нибудь другие идеи освещения вы хотели бы изучить? Мне интересны системы умного дома, которые могут синхронизировать освещение с музыкой или даже имитировать естественный солнечный свет. Было бы интересно попробовать их. Урок 11. Основы международных путешествий. Привет, Анна. Ты тоже путешествуешь по всему миру? Привет, Джон. Да, я такой. В следующем месяце у меня запланирована поездка в Европу. Вы знакомы с требованиями к поездкам? Совершенно верно. Очень важно хорошо подготовиться к поездке за границу. Вы проверили визовые требования к месту назначения. Да, я заранее изучил визовые требования. К счастью, мой пункт назначения предлагает безвизовый въезд для туристов. Это удобно. Это избавляет вас от хлопот,
связанных с подачей заявления на визу. Заинтересовались ли вы туристической страховкой? Да, я приобрел туристическую страховку, которая покрывает неотложную медицинскую помощь, отмену поездки и потерю багажа. Очень важно иметь этот дополнительный уровень защиты. Мудрое решение. Страхование путешествий обеспечивает душевное спокойствие и финансовую безопасность в непредвиденных обстоятельствах. Знаете ли вы о каких-либо требованиях, связанных со здоровьем? Да, я проверил санитарные требования в пункте назначения. Перед отъездом мне необходимо предоставить подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 и соблюдать все карантинные протоколы по прибытии. Это очень важно. Постоянное ознакомление с рекомендациями по охране здоровья помогает обеспечить безопасное и комфортное путешествие. Договорились ли вы о каких-либо валютных соглашениях? Да, я обменял немного валюты, чтобы иметь под рукой местные деньги. Это всегда полезно для небольших расходов и мест, где могут не принимать карты. Хорошая мысль. Наличие местной валюты упрощает транзакции, особенно в более отдаленных районах. У вас есть международная SIM-карта? Да, я купил международную сим-карту, которая предоставляет услуги передачи данных и звонков в нескольких странах. Это позволит мне оставаться на связи на протяжении всей поездки. Это удобно. Очень важно иметь надежную связь во время путешествий. Договорились ли вы о размещении? Да, я забронировал жилье заранее, чтобы обеспечить комфортное проживание. Я искал варианты, расположенные в центре города и получившие множество отзывов. Отличный выбор. Заблаговременное исследование и бронирование жилья избавят вас от стресса в последнюю минуту. Вы подготовили подробный маршрут. Да, я составил примерный маршрут с указанием мест, которые я хочу посетить, и занятий, которыми я хотел бы заняться. Это дает мне представление о направлении и помогает оптимизировать время. Отлично. Составление маршрута поможет вам получить максимум удовольствия от поездки и позволит вам не пропустить ни одной достопримечательности, которую стоит посетить. Рассматривали ли вы варианты транспорта? Да, я изучил варианты транспорта, такие как общественный транспорт, такси и услуги совместного использования поездок. Я выберу наиболее удобный и экономичный вариант для каждого места. Умный подход. Ознакомление с местными видами транспорта экономит время и помогает эффективно перемещаться по городу. Есть ли что-то еще, к чему вы готовитесь? Я также беру с собой предметы первой необходимости, такие как универсальный адаптер питания, удобная обувь для ходьбы и набор туалетных принадлежностей для путешествий. Важно быть готовым к различным ситуациям. Это полный список. Упаковка необходимых предметов первой необходимости гарантирует приятное путешествие. Надеюсь, вы отлично проведете время, путешествуя по Европе. Урок 12. Оптимизация сайта и SEO. Привет, Анна. Вы слышали об оптимизации нашего сайта для повышения рейтинга в поисковых системах. Это может значительно улучшить видимость. Привет, Джон. Да, у меня есть. SEO, поисковая оптимизация, играет жизненно важную роль в привлечении органического трафика на веб-сайты. Насколько вы знакомы с методами SEO? Я провел небольшое исследование и узнал, как использовать релевантные ключевые слова, оптимизировать метатеги и создавать качественный контент. С какими стратегиями вы сталкивались? Существует несколько стратегий,
таких как повышение скорости веб-сайта, оптимизация изображений и создание обратных ссылок из авторитетных источников. Это непрерывный процесс. Рассматривали ли вы оптимизацию мобильных устройств? Совершенно верно. В связи с растущим использованием мобильных устройств крайне важно иметь веб-сайт, удобный для мобильных устройств. Это обеспечивает удобство работы пользователей на разных устройствах. Как насчет пользовательского опыта? Пользовательский опыт, UX, необходим для успеха веб-сайта. Сюда входят такие факторы, как удобная навигация, понятные кнопки с призывом к действию и адаптивный дизайн. Проводили ли вы какие-либо аудиты веб-сайтов? Да, я использовал онлайн-инструменты для проведения аудитов веб-сайтов. Они помогают выявить любые технические проблемы, неработающие ссылки или области, нуждающиеся в улучшении. Изучали ли вы местную поисковую оптимизацию? Да, местное SEO важно для компаний, ориентированных на определенные географические районы. Это включает в себя оптимизацию по локальным ключевым словам и размещение на таких платформах, как Google MUI Business. Как насчет контент-маркетинга? Контент-маркетинг – мощная стратегия. Создание ценного и информативного контента не только привлекает пользователей, но и помогает повысить рейтинг в поисковых системах. Задумывались ли вы об интеграции с социальными сетями? Да, интеграция социальных сетей на наш веб-сайт может повысить вовлеченность и привлечь трафик. Важно иметь кнопки обмена информацией в социальных сетях и общаться с нашей аудиторией на разных платформах. А как насчет аналитики и отслеживания? Аналитические инструменты, такие как Google Analytics, предоставляют ценную информацию об эффективности веб-сайта, поведении пользователей и источниках трафика. Они помогают отслеживать эффективность наших усилий по оптимизации. Рассматривали ли вы возможность оптимизации голосового поиска? Голосовой поиск становится все более популярным. Оптимизация нашего веб-сайта для голосовых запросов может повысить наши шансы на попадание в результаты голосового поиска. Это новая тенденция, на которую стоит обратить внимание. Как насчет важности Скорость загрузки страницы страниц? имеет решающее значение для пользовательского опыта и рейтинга в поисковых системах. Оптимизация изображений, минимизация кода и использование методов кэширования могут помочь сократить время загрузки. Вы уже познакомились с миром обратных ссылок? Да, создание качественных обратных ссылок с авторитетных веб-сайтов важно для SEO. Это показывает поисковым системам, что наш сайт заслуживает доверия и актуален. Изучили ли вы влияние социальных доказательств? Социальные доказательства, такие как отзывы и отзывы клиентов, могут сильно повлиять на доверие и вовлеченность пользователей. Включение элементов социального доказательства на нашем сайте может положительно повлиять на SEO. Задумывались ли вы о роли метаописаний? Метаописания содержат краткое описание веб-страниц в результатах поиска. Написание убедительных и релевантных метаописаний может повысить рейтинг кликов и улучшить SEO. Как насчет силы длинных ключевых слов? Ключевые слова с длинным хвостом специфичны и более целенаправлены. Они могут помочь нам занять более высокие позиции в нишевом поиске и привлечь пользователей, которые ищут определенную информацию или продукты. Изучали ли вы концепцию основных страниц? Урок 13. Цены и тарифы. Привет, Анна. Я хотел поговорить с вами о нашей структуре цен. У нас разные цены на рубашки, брюки и костюмы. Привет, Джон. Это здорово. Важно иметь разные варианты ценообразования, чтобы удовлетворить разные потребности наших клиентов. Как вы определили цены? При установлении ставок мы учитывали такие факторы, как затраты на материалы,
рабочую силу и накладные расходы. Мы также учитывали рыночную конкуренцию. Звучит разумно. Очень важно найти баланс между конкурентоспособностью и обеспечением прибыльности. Рассматривали ли вы возможность предоставления скидок или рекламных акций? Да, у нас есть вступительные скидки для новых клиентов и периодические акции во время особых случаев. Это помогает привлечь новый бизнес и стимулирует постоянных клиентов. Отличная идея! Предоставление скидок и рекламных акций может создать ощущение срочности и побудить клиентов воспользоваться предложением. Установили ли вы разные ценовые уровни? Да, у нас разные ценовые уровни в зависимости от качества используемых материалов, сложности одежды и уровня персонализации, запрошенного заказчиком. Это разумный подход. Классификация цен по разным уровням позволяет клиентам выбирать варианты, соответствующие их предпочтениям и бюджету. Рассматривали ли вы варианты комплектации? Да, мы предлагаем комплексные варианты, где покупатели могут получить скидки при выборе нескольких предметов одежды для чистки или переодевания. Это побуждает клиентов чаще пользоваться нашими услугами. Это отличный способ увеличить продажи и повысить лояльность клиентов. Варианты комплектации обеспечивают дополнительную ценность и удобство для клиентов. Задумывались ли вы о том, чтобы предложить какие-либо программы Да, у нас членства? есть программа членства, в рамках которой клиенты платят ежемесячную или годовую плату, чтобы получить скидки и дополнительные льготы, такие как приоритетное обслуживание и бесплатные изменения. Это отличный способ построить долгосрочные отношения с клиентами. Программы членства создают ощущение эксклюзивности и побуждают клиентов оставаться лояльными. Рассматривали ли вы сезонные цены? Да, цены у нас немного выше в пиковые сезоны, когда спрос на наши услуги выше. Это помогает нам справляться с возросшей рабочей нагрузкой и поддерживать качество обслуживания. Это разумная стратегия. Корректировка цен с учетом сезонности позволяет нам извлечь выгоду из растущего спроса и оптимизировать доходы. Думали ли вы о предоставлении дополнительных услуг? Да, мы предлагаем дополнительные услуги, такие как удаление пятен, ремонт одежды и специальную упаковку для клиентов, которым требуется дополнительный уход за своей одеждой. Это предоставляет больше возможностей для дополнительных продаж. Это отличный способ удовлетворить конкретные потребности клиентов и повысить ценность наших услуг. Дополнительные услуги могут отличить нас от конкурентов. Учитывали ли вы географические различия в ценах? Да, у нас разные тарифы для разных мест в зависимости от таких факторов, как эксплуатационные расходы и местные рыночные условия. Это позволяет нам адаптироваться к региональным различиям. Это продуманный подход. Учет географических различий в ценах гарантирует, что наши цены остаются конкурентоспособными и отражают местный рынок. Думали ли вы о том, чтобы предлагать бонусы за лояльность? Да, у нас есть программа лояльности, в рамках которой клиенты зарабатывают баллы за каждую услугу, которую они используют. Затем они могут обменять эти баллы на скидки или бесплатные услуги. Урок 14. Планирование поездки на автомобиле. Привет, Анна. Я тут подумала, что было бы здорово отправиться в путешествие. По дороге мы могли бы насладиться живописными видами. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Автомобильные путешествия – прекрасный способ открыть для себя новые места и создать незабываемые воспоминания. Задумывались ли вы о месте назначения? Да, я изучал несколько вариантов.
Как насчет поездки в горы? Мы можем полюбоваться захватывающими видами и насладиться активным отдыхом на свежем воздухе. Звучит потрясающе. Горные районы предлагают спокойную и освежающую обстановку. Вы учли продолжительность поездки на автомобиле? Да, я подумывал о недельном путешествии. Это даст нам достаточно времени, чтобы полностью погрузиться в красоту природы и исследовать различные достопримечательности. Звучит превосходно. Недельное путешествие позволяет нам не торопиться и по-настоящему насладиться каждым пунктом назначения. Вы уже продумали маршрут. В самом деле, я прокладывал маршрут. Я хочу, чтобы по пути мы ездили по самым живописным дорогам и посещали известные достопримечательности. Отличный план. Выбор маршрута с живописными дорогами улучшит общее впечатление и предоставит возможность сделать потрясающие фотоостановки. Вы рассматривали вариант размещения? Да, я рассматривал разные варианты. Думаю, было бы интересно остановиться в уютных домиках или домиках, расположенных в горах. Звучит уютно и очаровательно. Пребывание в домиках или домиках дополняет приключения и позволяет нам общаться с природой. Задумывались ли вы о еде? Совершенно верно. Я подумала, что по пути было бы интересно попробовать местную кухню. Мы можем исследовать небольшие города и открывать для себя уникальные гастрономические впечатления. Отличная идея! Блюда местной кухни привнесут в поездку изысканный вкус и позволят нам насладиться вкусами этого региона. Задумывались ли вы о каких-либо развлечениях или достопримечательностях? Да, я изучал пешеходные тропы, смотровые площадки и живописные места для фотографирования. Было бы замечательно погрузиться в красоту природы. Звучит фантастически. Прогулка по пешеходным тропам и съемка захватывающих дух видов с помощью фотографий сделают путешествие еще более незабываемым. Задумывались ли вы о каких-либо мерах безопасности? Безопасность – это главный приоритет. Я позабочусь о том, чтобы тщательно осмотреть машину перед поездкой и взять с собой предметы первой необходимости, такие как аптечка первой помощи и запасное колесо. Это ответственное планирование. Принятие необходимых мер предосторожности гарантирует беспрепятственное и беззаботное путешествие. Рассматривали ли вы какое-нибудь развлечение в дороге? Да, я подумала, что было бы здорово создать плейлист о путешествиях с нашими любимыми песнями и подкастами. Это развлечет нас во время поездки. Это прекрасная идея. Тщательно подобранный плейлист и увлекательные подкасты сделают путешествие приятным и быстро скоротать время. Задумывались ли вы о бюджете? Да, я оценивал стоимость проживания, питания и развлечений. Важно иметь бюджет, чтобы обеспечить соответствующее планирование и избежать перерасхода средств. Это мудрый подход. Составление бюджета помогает нам принимать обоснованные решения и обеспечивает беззаботную поездку на автомобиле. Вы в восторге от этого приключения? Абсолютно. Мне не терпится отправиться в путь и отправиться вместе с вами в это захватывающее приключение. Это будет незабываемый опыт. Урок 15. Балансировка приоритетов. Привет, Анна. Я хотела поговорить о балансе приоритетов. Вам не кажется, что это важно? Привет, Джон. Безусловно, поиск баланса между различными приоритетами имеет решающее значение для поддержания здоровой и полноценной жизни. Вы когда-нибудь испытывали чувство вины за это? Да, верю.
Иногда я испытываю чувство вины за то, что не могу уделять одинаковое внимание каждому аспекту своей жизни. Но я напоминаю себе, что в разное время можно расставлять приоритеты в определенных вещах. Это отличный склад ума. Важно признать, что мы не можем сделать все сразу. Расстановка приоритетов позволяет нам сосредоточиться на самом важном в данный момент. Как вы управляете своими приоритетами? Я стараюсь составить список задач и классифицировать их по срочности и важности. Это помогает мне сохранять организованность и решать самые важные задачи в первую очередь. Это практический подход. Составление списка дел и приоритизация задач с учетом срочности и важности помогут вам не сбиться с намеченного пути и не чувствовать себя перегруженными. Есть ли у вас стратегии совмещения работы и личной жизни? Да, я стараюсь установить границы и составить график, позволяющий уделять время работе и уделять время личным делам и отношениям. Это мудрая стратегия. Установление границ и составление графика помогают поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью и обеспечивают уделение внимания обеим областям, которых они заслуживают. Как вы справляетесь с противоречивыми Столкнувшись с приоритетами? противоречивыми приоритетами, я оцениваю важность и срочность каждой задачи. Затем я пытаюсь найти компромиссы или обратиться за помощью для обеспечения того, чтобы все приоритеты были решены тем или иным образом. Это продуманный подход. Оценка важности и срочности противоречащих друг другу приоритетов помогает принимать обоснованные решения и находить решения, позволяющие свести к минимуму влияние на другие области. Как эффективно распоряжаться своим временем? Я стараюсь применять такие методы управления временем, как приоритизация задач, определение сроков и минимизация отвлекающих факторов. Это помогает мне максимально эффективно использовать доступное время. Отлично! Методы управления временем необходимы для максимизации производительности и эффективного выполнения задач. Вы когда-нибудь сталкивались с трудностями при балансировании приоритетов? Да, были времена, когда непредвиденные обстоятельства или увеличение рабочей нагрузки затрудняли сбалансирование приоритетов. В такие времена мне приходилось пересматривать ситуацию и вносить коррективы в соответствии с изменениями. Это понятно. Жизнь часто ставит перед нами неожиданные проблемы. Гибкость и способность адаптироваться к новым приоритетам позволяют нам эффективно решать эти проблемы. Как обеспечить заботу о себе в условиях конкурирующих приоритетов? Я уделяю приоритетное внимание уходу за собой, планируя время для занятий, которые заряжают меня энергией и омолаживают, таких как физические упражнения, хобби и качественное времяпрепровождение с близкими. Урок 16. Обслуживание клиентов. Привет, Анна. Я хотела поговорить об обслуживании клиентов. Вам не кажется, что это играет решающую роль в успехе бизнеса? Привет, Джон. Безусловно, обслуживание клиентов необходимо для построения прочных отношений с клиентами и обеспечения их удовлетворенности. Если вам нужно что-то еще, пожалуйста, свяжитесь с нами. Чем я могу помочь вам сегодня? Спасибо за помощь. У меня возник вопрос о гарантии на продукт. Не могли бы вы предоставить мне дополнительную информацию? Конечно. Наша гарантия на продукцию распространяется на производственные дефекты в течение 1 года с даты покупки. Если в течение этого периода у вас возникнут какие-либо проблемы, сообщите нам, и мы будем рады помочь вам в дальнейшем. Приятно это знать. Я ценю гарантийное покрытие. Если мне нужно связаться со службой поддержки, какие каналы доступны?
Мы предлагаем несколько каналов поддержки клиентов. Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на нашем веб-сайте. Мы готовы помочь и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Это удобно. Хорошо иметь разные варианты связи со службой поддержки в зависимости от индивидуальных предпочтений. Сколько времени обычно требуется для получения ответа? Мы стремимся своевременно отвечать нашим клиентам. Как правило, вы можете ожидать ответа на запросы по электронной почте в течение 24 часов и немедленной помощи по телефону и в чате в рабочее время. Это обнадеживает. Быстрое реагирование важно для эффективного решения проблем. Что если у меня есть предложение или отзыв о ваших продуктах или услугах? Мы ценим отзывы и предложения клиентов. Вы можете поделиться своими мыслями через форму обратной связи на сайте, и мы внимательно рассмотрим ваш вклад в улучшение наших продуктов и услуг. Приятно это слышать. Компаниям важно прислушиваться к мнению своих клиентов и постоянно совершенствоваться на основе их отзывов. Как я могу отслеживать свой заказ? Чтобы отслеживать свой заказ, вы можете войти в свою учетную запись на нашем веб-сайте и перейти в раздел «История заказов». Там вы найдете подробную информацию о статусе вашего заказа и отслеживании доставки. Это удобно. Доступ к информации об отслеживании заказов позволяет клиентам быть в курсе своих покупок. Что делать, если мне понадобится помощь после получения товара? Если вам потребуется помощь после получения продукта, наша служба поддержки всегда готова помочь. Просто свяжитесь с нами со своими проблемами, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам и найти удовлетворительное решение. Это обнадеживает. Знание того, что поддержка клиентов выходит за рамки покупки, повышает общее положительное впечатление. Спасибо за помощь. Урок 17. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Я хотела поговорить о кулинарии. Тебе не кажется, что общение за кулинарией – это отличный опыт? Привет, Джон. Безусловно, совместное приготовление пищи может быть интересным и вкусным способом общения с другими. Как вы думаете, какой рецепт нам стоит попробовать? Как насчет приготовления домашней пиццы? Она универсальна, и мы можем настроить начинку по своему вкусу. Звучит очень вкусно. Мне нравится идея приготовить пиццу с нуля. Какую корочку вы бы предпочли, тонкую или толстую? Мне лично нравится пицца на тонком тесте. Хрустящая текстура придает начинкам восхитительный контраст. Какие начинки вы бы посоветовали? Я фанат классической пиццы «Маргарита» со свежими помидорами, сыром моцарелла и листьями базилика. Это просто, но вкусно. А как же ты? Пицца «Маргарита» – отличный выбор. Мне также нравится сочетание пепперони, грибов и болгарского перца, что делает этот вариант более пикантным и ярким. Это вкусное сочетание. Приятно экспериментировать с разными начинками и создавать уникальные вкусовые профили. Должны ли мы тоже приготовить собственный соус для пиццы? Абсолютно. Домашний соус для пиццы может улучшить вкус. Для ароматного соуса мы можем использовать свежие помидоры, чеснок, зелень и немного оливкового масла. Как насчет сыра? Сыр моцарелла – классический выбор для пиццы. Его липкая текстура и мягкий вкус хорошо дополняют начинку.
Мы также можем посыпать тертым пармезаном, чтобы придать ему дополнительный вкус. Я полностью согласен. Моцарелла и пармезан – выигрышная комбинация. Помимо пиццы, есть ли у вас любимые кулинарные техники или рецепты? Мне нравится выпечка, особенно готовить десерты, такие как шоколадное печенье или яблочный пирог. Аромат, наполняющий кухню, просто неотразим. А как же ты? Выпечка – это просто фантастика. Я фанат выпекать хлеб с нуля. Замешивать тесто и наблюдать за тем, как оно поднимается, доставляет удовольствие. Кроме того, запах свежеиспеченного хлеба просто райский. Урок 18. Карьерный путь. Hi Anna, I have some exciting news to share. My sister will start working as a nurse in the local hospital. Hi, John. That's wonderful news. Nursing is such a rewarding and noble profession. How did she decide to pursue a career in nursing? She has always been passionate about helping others. Seeing the dedication of nurses during her own hospital visits inspired her to make a difference in people's lives through healthcare. That's truly admirable. Nurses play a crucial role in patient care and contribute significantly to the healthcare system. What kind of nursing specialization is she interested in? She's leaning towards specializing in pediatric nursing. She has a natural affinity for children and wants to provide compassionate care specifically tailored to their needs. That's fantastic. Pediatric nursing requires a special set of skills and a genuine love for working with children. I'm sure she'll excel in that field. How long is her training program? Her training program is around 2 years. It involves both theoretical classes and hands-on clinical experience to prepare her for the challenges of nursing practice. That sounds comprehensive. The combination of theoretical knowledge and practical skills will equip her well for her future nursing career. Will she work in a specific department? Initially, she will rotate through different departments to gain a well-rounded experience. However, her long-term goal is to work in the neonatal intensive care unit, as she has a keen interest in caring for premature babies. Neonatal nursing requires specialized skills and a gentle touch. It's wonderful that she has a clear goal in mind. Is she excited about starting her nursing career? Absolutely. She's thrilled and eager to make a positive impact on the lives of patients and their families. I'm proud of her dedication and determination to pursue her passion. She has a bright future ahead of her. Nursing is a fulfilling profession that allows for personal growth and continuous learning. I wish her all the best in her nursing journey. Thank you for your kind words. I'll pass on your well wishes to her. It's inspiring to see individuals like my sister choosing a career path that makes a difference in people's lives. Lesson 19: Creative Invitations. Hi Anna, I've been thinking about hosting a small gathering. It would be great to invite our friends. Do you have any ideas on how to design a simple invitation to send out via email? Hi, John. That sounds like a fun plan. For a simple invitation, we can start with a clean and modern design. How about using a bold font for the event details? That's a good idea.
A bold font will make the important information stand out. We can also add some decorative elements like colorful borders or icons. Absolutely. Adding visual elements will make the invitation more appealing. We can use vibrant colors that match the theme of the gathering. What about the layout? To keep it simple, we can go for a straightforward layout with clear sections for the event details, date, time, and location. It should be easy to read and understand. I agree. Clarity is key. We can also include a brief description of the gathering or any special instructions, like if it's a potluck or a themed event. Good point. Including additional information will help guests prepare accordingly. How about the overall size and format of the invitation? Since we're sending it via email, we can go for a standard rectangular shape. As for the size, we should keep it moderate, ensuring it fits well on computer screens and mobile devices. That makes sense. We want the invitation to be easily viewable and accessible for everyone. Do you have any suggestions for the email subject line? A catchy subject line will grab the recipient's attention. We can use something like "Save the date" or "You're invited" to create intrigue and excitement. I like those suggestions. A compelling subject line will entice our friends to open the email and read the invitation. Should we include an RSVP option? Definitely. Including an RSVP option will help us keep track of the number of attendees. We can provide a simple reply email or a link to an online RSVP form. That's a practical idea. Having an RSVP will allow us to plan and prepare accordingly. Lastly, do you have any recommendations for sending the email? When sending the email, it's essential to personalize each recipient's name and email address. We can use an email service provider that allows for easy customization and tracking. Personalization is important to make our friends feel special. Using a reliable email service provider will ensure smooth delivery and help us monitor the responses. I'm excited to start designing the invitation. Lesson 20: Creative Hobbies. Hi Anna, I've been exploring new hobbies lately. It's interesting to discover different ways to express creativity. That's a great idea. Hi John. I agree, trying out new hobbies can be exciting and fulfilling. What are some of the hobbies you've been exploring? I've been getting into painting. It's a great way to relax and unleash my artistic side. How do you make your hobbies enjoyable? That's wonderful. I find that making my hobbies enjoyable involves finding a balance between challenge and fun. It helps to choose activities that genuinely interest me. That makes sense. Engaging in activities that captivate our interest keeps us motivated. What are some hobbies that you find particularly enjoyable? I find photography to be incredibly enjoyable. Capturing moments and playing with different compositions allows me to express my creativity. What about you? Photography sounds fascinating. Another hobby I enjoy is playing musical instruments.
It's fulfilling to create beautiful melodies and express emotions through music. That's fantastic. Playing musical instruments is a wonderful way to connect with your emotions and share your passion with others. Have you tried any other hobbies? Yes, I've also started gardening. Taking care of plants and watching them grow brings a sense of accomplishment and tranquility to my daily routine. Gardening is a fantastic hobby. It allows you to connect with nature and create a beautiful and peaceful environment. Do you have any tips for finding new hobbies? Absolutely. One way to find new hobbies is by exploring your interests. Think about activities that excite you or something you've always wanted to try. It's all about discovering what sparks joy for you. I completely agree. Trying out different hobbies and exploring various interests can lead to discovering new passions and hidden talents. Are there any hobbies you're interested in exploring in the future? I've been considering learning a new language. It's a fascinating skill to acquire and opens up opportunities for connecting with people from different cultures. Lesson 21: Creative Hobbies. Hi Anna, I'm planning a journey and want to make the most of it. Any tips on how to embrace new experiences? Hi John. That's a great mindset to have. One tip is to step out of your comfort zone and try things you wouldn't normally do. That sounds exciting. Stepping out of my comfort zone will definitely make the journey more memorable. What else can I do? Being open-minded is key. Embrace different cultures, traditions, and perspectives. Engage with locals and learn from their experiences. Absolutely. Interacting with locals will provide a genuine insight into the destination. It's a fantastic way to broaden my horizons. Another tip is to immerse yourself in the local cuisine. Try traditional dishes and explore the flavors unique to the region. That's a fantastic idea. Food is a gateway to culture. Trying local cuisine will allow me to experience the destination on a deeper level. Additionally, be curious and ask questions. Engage in conversations with fellow travelers and locals to learn more about their stories. I agree. Curiosity fuels discovery. Engaging in meaningful conversations will enrich my journey with new perspectives and insights. Don't forget to capture moments through photography. Photos serve as wonderful souvenirs and help preserve memories of your experiences. Photography is a great way to document my journey. It will allow me to relive those special moments even after the trip is over. Also, take the time to reflect and appreciate each experience. Find moments of stillness to absorb the beauty of your surroundings. Reflection is important. Taking a pause to appreciate the journey will enhance my overall experience and create lasting memories. Lastly, keep a travel journal. Write down your thoughts, observations, and memorable encounters. It's a fantastic way to reflect on your journey later. Keeping a travel journal is an excellent suggestion.
It will help me cherish the moments and serve as a personal record of my experiences. Embracing new experiences is about being open to the unknown, stepping out of your comfort zone, and embracing the beauty of the journey. Have a wonderful trip. Thank you for the valuable tips. I'm excited to embark on this journey with an open mind and embrace every new experience that comes my way.